Кем надо быть, чтобы согласиться быть президентом России? Как правильно все-таки, якуты или якуты? Ну, кто советуется в наши вообще дни с народом? Когда это вы будете работать нормально? Тупо по алфавиту. Накосячил, исправляй. Какие велосипеды в минус 50? Легко. Вы что, реально платный пост сделали про мусорные баки? Сардана сделала единую Россию на выборах. Я не оппозиция. То есть вы якутская мать. Я, вы знаете, художник-баталист. А вот это уже ближе. Невозможно в одночасье уволить 100 человек. Это радость или это боль? Это наша судьба. У вас вообще ни одной фотки в купальнике. Все, спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Скажи, Гордеевой, скажи. Что-то говорите? Пытаетесь, да? Ладно, гуляйте. Спасибо. Всего доброго. Всего До доброго. свидания. До свидания. Здравствуйте. Тоже известно. Ой, я это сейчас ребенку снег смахивала, рука мокрая. Ничего страшного. Здравствуйте. Я Катя. Очень приятно. А вы Сардана Владимировна. Я Сардана. Вы Сардана? Я Хорошо, Сардана. Это Якутск, край света, северо-восток России и самый большой город Земли, построенный в вечной мерзлоте. Зима здесь близко, ближе, чем где бы то ни было. В 2018 году впервые в истории Якутска его мэром была выбрана женщина. Накануне наступления зимы во всей стране мы приехали лично познакомиться с Сарданой Авксентьевой. Вы «Игру престолов» смотрели? Да, конечно. Вы очень часто говорите, что здесь, в Якутске, начинается зима. А разве не так? Так получается, что вы кто? Вы Старки, что ли? Вы храните нас от белых ходоков? Я очень люблю жителей нашего города, ну, и сама к ним отношусь, конечно же. Это очень умные, думающие люди, они очень отличаются. Но еще, видимо, очень терпеливые. Но все-таки жить, когда у тебя даже не 9, а 10, 11 месяцев в году зима. Это наша родина, мы ее любим такой, какая она есть, мы другой жизни не знаем, и для нас кажется, что это нормально. Значит, сейчас тоже важный краеведческий вопрос, как правильно все-таки, якуты или якуты? Вообще правильно саха. Здрасте. У нас самоназвание мы саха. А вообще якуты. Якуты. Да, так как принято говорить якуты, но это этимология слова, она отходит к тому, что вот якуты, Якутия, якуты – это чужестранцы. На языке северных народов чужестранцы. Якутия, соответственно, произошла от этого слова. Мы себя называем саха. Республика наша – это Саха-Сире. Ну и как бы в современном названии республики это тоже есть. Якутия, в скобках, Саха. республика Саха. Спасибо. Пожалуйста. Вы сами хлопаете? Да, это основное, ради чего работаю. Ясно. Важный вопрос. Скажите, пожалуйста, какой вы выбираете цвет? Вообще, конечно, мой любимый цвет синий, но поскольку вы в Якутии, посмотрите, какая приятная погода, замечательная, красивая. Давайте белый. Белый. Белый снег, зима начинается с Якутии. Да, безусловно. Пошли. Вас зовут Сардана. Сардана – это лилия, да, на языке саха? Да, это лилия. И вообще этимология... Откуда здесь лилия? Это же вечная мерзлота. Вот в том-то и вся прелесть, что вот такой яркий, красивый цветок на нашей суровой земле, в вечной мерзлоте, вот поэтому его такие любят все. Я родилась 2 июля, тогда это была как раз самая пора цветения сардан. И поэтому, конечно, родители в надежде на все самое лучшее назвали меня Сарданой. Это они придумали, да? Это они придумали это имя, и здорово получилось, на мой взгляд. А вообще этимология слова «сардана» – это стрела. Потому что, вот это уже ближе. Да, потому что нераскрытый бутон лилии, он же похож на стрелу, и поэтому есть такая теория тоже. А эти ваши лилии, они выглядят как обычные или как-то по-другому? Они выглядят как обычные, но у них уникальный цвет. Их нельзя назвать оранжевыми, потому что это слишком примитивно. И они варьируются до какого-то алого, алый цветок. Вообще сардана – цветок счастья, конечно, у нас. Когда в 2018 году вы стали первым в истории Якутска женщиной-мэром, а вы обратились к народу в интервью, вы говорили по-якутски. Якутский город Цалан, округ Баглыгы,
Российская Федерация Конституцияты, Саха Республикатын Төлет Законын Конституцияты, Российская Федерация, он на Саха Республикатын Законларын. Почему вы говорили по-якутски? Чаще я говорю по-русски, потому что все-таки Якутск многонациональный город. И мне важно, чтобы все понимали, что я говорю. Поэтому я, как правило, говорю на русском языке. И на якутском языке я обращаюсь тогда, когда этого требует этикет или ситуация, в которой я нахожусь. А дома вы как говорите? Дома мы говорим на каком-то смешанном языке. Суржик? Да, на каком-то смешанном языке. Преимущественно русский, я полагаю, да. Потому что мы двуязычные, в принципе. А язык трудный? Язык трудный, потому что он очень архаичный. Мы, народ Саха, мы тюрки, мы тюркский народ. В этом году, когда наши ученые закончили титанический труд, словарь якутского языка, то, конечно, это вызвало огромный интерес вообще в тюркоязычном мире. И приветствовали и турецкие ученые, и азербайджанские ученые, и казахские ученые, потому что это все один язык. И с алтайцами то же самое, и с татарами, если говорить медленно, основные слова мы друг друга можем понять. Вот он, да. Видите, какой... Я как-то какие-то слова-то учила. И причем это не просто словарь с переводом, да, а еще и со смыслом. А смотрите, какие слова. Ахай-бах-батахты. Да, ахай, что батахты. Значит? Это значит, не придавая значения. А вы не заглядывая прям сказали? Скажите быстро это слово. Ахай, батахты. Я же Саха. Якутск, правильно я понимаю, что он самый большой город в вечной мерзлоте на планете Земля? Самый крупный, да, город на вечной мерзлоте. Мы живем на льду. Это радость или это боль? Это наша судьба. Мы это не выбирали, мы к этому привыкли. В этом есть свои плюсы. Какие? Вообще мы считаем, что вечная мерзлота нас хранит. У нас, как правило, когда такая погода устанавливается, меньше инфекций, меньше болезней. Мы все это знаем. А мы что, может, поедем? Иван Дмитриевич, на работу. А я же не сказала, поэтому заболтались. Слушайте, Сардан, а вот что вы делаете такого специального, чтобы не превратиться вот в эту тетку чиновника? Потому что когда женщина приходит во власть, с ней вдруг внезапно случается какая-то катастрофа. Она себе делает такую халу на голове, лицо кирпичом, и все, и она куда-то девается. Это я сейчас еще с укладкой, чтобы выглядеть поприличнее. А обычно вы как? Обычно как обычно. Здравствуйте, мыло душистое, полотенце пушистое, все на этом. Не знаю как. Наверное, нужно понимать временность своего состояния. Все-таки мне 50 лет, я через многое прошла, я понимаю, что нет ничего постоянного. Не надо держаться ни за какие должности, ни за какие стулья, потому что сегодня ты мэр, а послезавтра ты опять обычная горожанка. Это праздник Исых, я правильно понимаю? Исэх, да. Исэх. Что на этом празднике происходит? Это встреча лета, день летнего солнцестояния, когда все собирались и просили благословения у верхних божеств, напитывали себя солнечной энергией, благодарили матушку природу за то, что пережили зиму, это отдельное испытание, просили благодатного лета, чтобы можно было и припасы какие-то сделать, и сено накосить для коровенки, еще что-то такое. То есть вот какие-то такие вещи. Это был единственный праздник. Почему у всех висит Путин, а у вас Исэх? Ничего крамольного в этом совершенно нет, и отрицания никакого здесь нет. Но просто я подумала, что я должна себе постоянно, каждый день, по несколько раз напоминать, кто у меня работодатель. Вот и все. Это такая напоминалочка, если хотите. Вы заступили за шамана Александра Габышева, который сперва хотел узнать Путина, а потом был направлен на принудительную госпитализацию. Вы написали у себя в Инстаграме: шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к нему разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Это, в общем, было нестройное с общим хором мнение. Вам что-то за это было? Как я обычно шучу, мы сильны своей импровизацией, да? Это эмоции, когда просто жалко человека. Женщины склонны больше, чем мужчины, проявлять эмпатию, сострадание.
И когда определенно человека, вот как я и писала, с несчастной судьбой, не вполне здорового человека, начинают на глазах у всего города таскать туда-сюда, то у него коронавирус, то у него еще что-то. Ну, как бы, что это? Хорошо, но дальше вы совершили еще один поступок. Вы проголосовали против поправок Конституции на общем референдуме. Я прям получаюсь какой-то такой вот персонаж вечно, да, отрицала Баба-Яга против. Против всего, да? Да. Вы проголосовали, этот бюллетень, значит, все видели, но вам опять за это ничего не было? Ну, пока не было. Кто ж знает-то? Ну, вам не страшно за себя? Да нет, а что со мной сделают? Я же у себя дома, в родном городе. Просто почему против? Опять. Там, значит, шаман шел изгонять Путина, вот она за него заступилась, значит, она тоже против. Да нет. Конституция, она там, значит, вот там против Путина. Да нет. Там была Сардана одна штука. Владимировна за Путина. Я, между прочим, к Владимиру Владимировичу отношусь с уважением должным. Ну, я и сказала. Да, с должным. Почему? Потому что все-таки 20 лет управлять такой державой, как Россия, это немало, и это очень сложно. Мы же наверняка и половины не знаем, что происходит. Да? Вернемся к Конституции. 206 поправок, массив огромный, не все их прочитали. Все просто там за или против. Я их прочитала. Да? Что-то прям нашло глубокий отклик в моей душе, прям ай, как хорошо. Да? Что-то, где-то я там, предположим, а зачем это прописывать в Конституции, если это очевидные вещи, например, да? Что-то там как-то, ой, это я не понимаю, почему это, ну, наверное, там будут подзаконные акты, поймем. Но одна штука, конечно, меня цепанула. Конкретно это то, что, значит, ну, допускается отмена выборности мэров. Я как избранный мэр, облеченный доверием народа, которые считают, что это правильно и участвуют в выборах, я не могла это поддержать. Ну, это моя гражданская позиция. Почему из этого столько шума? Ну, подождите, по статусу вы обязаны советоваться там с кем-нибудь? Там. В должностных инструкциях у меня ничего не написано. У меня есть устав города Якутска, где не написано, что я должна консультироваться по тем или иным вопросам. А если серьезно, органы местного самоуправления, они независимы в своей деятельности. В данном случае я голосовала как гражданин, а не как мэр города Якутска. Могу я иметь собственное суждение? Зачем выставлять на голосование, если очевидно, что все должны голосовать как строем, как все как один? Анекдот знаете? Нет. Почему Фургал в Хабаровске случился, а Сардана в Якутске еще нет? Ужасный анекдот. Потому что буква Я после буквы Х. Тупо по алфавиту. Да. Понятно. Ждем. Шутки шутками. Я всегда говорю, Якутск – это не оппозиция. Просто, как сказать-то, очень самостоятельные люди. Когда мы живем в таких условиях, когда наши предки жили в таких условиях, у нас генетически в характере самостоятельность, сплоченность, самостоятельность и как-то, ну, вот какие-то собственные суждения. Да? Это в характере есть, вот ничего не сделаешь. Это вот климатические условия нас выковали такими особенными людьми. Ну, вам это было зачем? Вот лично вам становиться мэром города? Я попала в какую-то ситуацию, когда казалось, что больше и выбора-то нету. Вот. Моего предыдущего руководителя, ну как предыдущего, руководителя аэропорта арестовали. Понятно было, что придет новый руководитель. Понятно было, что я женщина предпенсионного возраста 48 лет, меня, значит, метлой оттуда отправят. Я безработный человек. И ничего не... Если каждый безработный решит стать мэром, да, будет Вы весело. все сказали за меня, да? Это самая крутая Я по вашим мотивация глазам стать мэром. и смеха я поняла. Но как бы это смешно ни звучало, примерно так это и было. То есть без вот этого я хочу сделать свой город лучше, счастливее. Нет, ну это само собой, потому что я вам сейчас рассказываю это, конечно, в такой иронично-шутливой Ну форме. да. Иронично, да? Ну а если серьезно, безусловно, если ты не ставишь перед собой каких-то таких целей, то соваться туда не надо. Я разговариваю с иеромонахом Иоанном, настоятелем мужского монастыря здесь, в Якутске. И он мне говорит: Сардана, у вас послушание. Это, говорит, ваше послушание.
Вот. И это действительно так, потому что ни великой зарплаты, ни каких-то там особенных благ и так далее на посту мэра нет. И есть идея, и есть стремление что-то изменить. Не знаю, насколько хорошо все получится в конечном итоге, но сама идея. Я думаю, что как бы ни закончилась вот эта вся история, я думаю, что город Якутск уже никогда не будет прежним. Потому что все-таки я думаю, что мы друг другу задали очень высокие стандарты общения и высокие стандарты открытости. От каждого, кто придет после меня, будут требовать того же. Здравствуйте. Я хочу записаться к вам на прием, А сейчас приема же нету пока. а я к вам даже этот Инстаграм отправила. Я читала. Ответа я не получила. Я читала. Это я уже год ребенку на очередь еще не ставлю. Я читала Почему? Я читала ваше заявление. Я недовольна работой Надеждой Романовной Степановой. Наталья Романовна. Наталья Романовна Степановой. Я тут постоянно прихожу, и постоянно вот никого нету. Когда это вы будете работать нормально? Ну я же здесь. Я вам Ну, примите, отвечаю. пожалуйста. Сегодня во сколько? В 3 часа? Я заявление написала вот 2. В 3 часа сегодня. И потом... В 3 часа сегодня, Лидия Григорьевна, в 3 часа сегодня, сейчас Алексей Прокопьевич вас записывает, прием будет в формате видеоконференц-связи. Хорошо? Инстаграм, он случился как бы по воле случая, что ли. Я просто пошла на поводу у людей, поняв, что им там интереснее, проще, быстрее и комфортнее. И однажды один из моих подписчиков сказал, что это самое ужасное продвижение, которое я видел в Инстаграме. Она заплатила деньги, чтобы рассказать о мусорных баках в 17-м квартале. Но я подумала, что... Ой, дочка надо мной смеялась, конечно. А мама говорит, ты что, реально вот деньги заплатила, чтобы больше людей увидела про мусорные баки? Я говорю, да. Она говорит, зачем ты это сделала? Я говорю, ну я считаю, что это важно. Вы что, реально платный пост сделали про мусорные баки? Да, с карточки заплатила деньги, продвинула, и увидели в Нижнем Бестяхе. Ну, я экспериментировала. Ага. Я экспериментировала, ну, потому что мне же важно понять, как это все работает. Ну, конечно, посмеялись, но тем не менее про баки увидели, что мы сдаем баки. Что я еще недавно сделала к ужасу вот, моих ребят? У меня вдруг упало количество лайков. Так. Не то, чтобы я там инстадива, которая меня У лайкнули. вас вообще ни одной фотки в купальнике? Поздно, потому что... Ну ладно, а если серьезно, обычно люди откликаются, да, это мониторинг. Понравилось, не понравилось, значит, поддерживают, не поддерживают. Готовы поступить таким образом, либо же отрицают, мы не будем эту тему качать, да, ну, то есть, как бы там какие-то есть темы там про регистрацию собак, например, еще что-то такое. А тут вдруг упало. Что такое? Значит, они головы ломают, я сижу. И так день прошел, 2 прошло, 3 прошло. Потом они пришли, сели передо мной, вот Алексей Сверодика говорит... Помощники ваши. Да, говорит, Светлана Владимировна, вы что сделали? Я говорю, что я делала? Они говорят, почему вот у вас в Инстаграме, вы заметили, что у вас там под последний... Да. А вас это не смущает? Я говорю, ну, не понравилось, значит. Они говорят, нет, это все-таки слишком мало, вы что-то сделали. Я поздно вечером им призналась, вспомнила, что я поставила ограничение по возрасту, чтобы меня читали только те, кто старше 14 лет. Не потому, что я не пишу непристойности, а потому, что дети иногда мешают. И оказывается, не все в Инстаграме указывают свой возраст. И поэтому все, кто не указал возраст, все автоматически вылетели. Мой любимый вопрос-ответ в вашем Инстаграме, когда вам человек пишет, что на улице, я не помню, какой улице, например, на улице Куйбышева нет горячей, до сих пор нет горячей воды, уже который день мы требуем, а вы ему отвечаете, что на улице Куйбышева уже дали горячую воду, пойдите домой, проверьте. Проходит какое-то время, и он приходит к вам и пишет, да, действительно, спасибо большое. Но, конечно, я сразу должна сказать, что это огромная работа коллектива. Да, то есть, да, пишу я сама. Вот когда написано Сардана Авксентьева, 100% это я пишу. Но понятно, что я запрашиваю информацию. Понятно, что кто-то куда-то звонит, уточняется, управляющая компания, этот сигнал идет обратно, да, и я уже пишу готовый ответ. Это не значит, что я сбегала на эту улицу, проверила воду. Ну нет, конечно. Поэтому огромное спасибо моим коллегам, которые понимают важность вот ответа непосредственно человеку. Нас эта ситуация затащила, и первое время не все мои коллеги понимали. И я, кстати, изначально к этому Инстаграму тоже относилась весьма скептически.
скептически. Я думала, что это вот для девушек вот, да, гламурная жизнь. Вот посмотрите, какая я красавица или что я ем. Почему-то, когда я впервые зашла в Инстаграм, там была только еда. Ну, видимо, я как-то там сформулировала... Ну, теперь тоже еду постите. Потому что я подумала, что писать все время про помойки, собак и еще что-то не очень интересно. Надо что-то показывать людям, что им интересно. Мы по природе своей все любознательны. Всем хочется посмотреть, там, как живут, что едят. Ну, почему нет? Если мы заявляем о какой-то беспрецедентной открытости, ну, показать. Вы, когда избирались, одним из важных и очень мне лично симпатичных пунктов заключался в том, что вы не были членом партии «Единая Россия». После того, как вы стали мэром, вы стали сторонником «Единой России». Что это вообще такое и зачем вам это надо? Это такой институт, ну так вот и есть, так называется, сторонники партии «Единая Россия». Вам нравится все, что делает партия «Единая Россия»? Вы хотите к этому иметь отношение? В положении о сторонниках партии «Единая Россия» написано о том, что сторонники имеют право, значит, принимать участие в обсуждении тех или иных решений партии, значит, носить те или иные предложения и так далее, не являясь членами этой партии. Да? Вот. Я подумала, что это хорошая площадка для того, чтобы и с партией тоже вступать в какой-то равноценный диалог. Потому что у меня большая половина Якутской городской думы – это члены «Единой России». Мне нужна площадка для равноценного обсуждения. Поэтому постараться найти общие точки соприкосновения для решения вопросов города – это всегда полезно. Потом, когда я избралась, почему-то вдруг начали говорить о том, что я оппозиция. Вот оппозиционный кандидат поменял. Вот оппозиция победила в городе Якутске. Про вас говорили, Сардана сделала «Единую Россию» на выборах. Вот дословная была цитата. Это кто что хотел, тот в то и вложил. Ну, так выглядит. Я не оппозиция. У меня просто есть какая-то своя иная точка зрения, своя какая-то иная программа, которая была поддержана людьми. Да? Это не означает, что я против «Единой России» или я там против коммунистов или наоборот за тех и других. Я прекрасно общаюсь и с теми, и с другими. У нас кто против «Единой России», тот плохо заканчивает. Не исключено. Но вы уже привыкли к тому, что вы мэр? Ну, не совсем. К этому невозможно привыкнуть, потому что каждый день какие-то новеллы, каждый день какие-то новые задачи. Понятно, что все равно, надо честно признаться, что все равно ты все не знаешь. Вот, надо постоянно к кому-то обращаться, кого-то спрашивать. И я стараюсь к этому, во-первых, не привыкать с самого начала, потому что наступят те времена, когда я не буду мэром. Поэтому не надо впадать в какое-то такое состояние и сильно к этому привыкать. Ой, ну слушайте, у нас в стране можно, по-моему, пожизненно чем-нибудь руководить. Я вижу себя немножко иначе. Я оторвана практически от семейных дел, от жизни своей семьи, поэтому я, конечно, хотела бы когда-нибудь стать нормальной бабушкой. Вот, потому что когда тебя внуки не узнают, это ненормально. Что, не узнают, что Нет, ли? не узнают. Да ладно? Ну, тетя, что? Кошмар. Вы по скайпу с ними или как? Ну, как придется, конечно. И ваше видео тоже внучки покажут. Вот бабуля сидит. А муж что говорит? Вот ему огромное спасибо за поддержку и за понимание. Но он сам раньше работал в мэрии, поэтому он эту работу понимает. Решения мы принимали с ним вместе. И поэтому, конечно, здорово он меня поддерживает. Он говорит, ну ты должна сделать то, что ты должна сделать. Поэтому я без него бы не смогла. Вы замужем за Виктором Авксентьевым, который член партии «Единая Россия». И бывают ли у вас дома политические баталии на эту тему? Баталий нет. Баталий нет. Он очень разумный человек. «Единая Россия», когда ее клеймят, «Единая Россия» такая, «Единая Россия» сякая. Да, но... Партия жуликов и воров, да, у нас говорят так. Вот. Мы же должны понимать, что там масса людей, которые в свое время в нее вступили, и самых лучших побуждений. И вот мой супруг один из них. А правда ли, что в свое время вы увольнялись из администрации города в связи с конфликтом интересов, связанным с вашей влюбленностью в Виктора? Нет. Нет. Мы увольнялись из мэрии один за другим. Сначала он меня уволил, потом он сам уволился. Потому что мы на тот момент решили, что нам важно семейное счастье, мы не хотим больше этим заниматься, мы не хотим больше работать в муниципалитете. То есть работа в муниципалитете пагубно влияет на семейное счастье? Когда оба там работают, конечно, тогда мы считали. То есть не было служебного романа. Мы уволились, потом у нас начались отношения. Сколько вам было лет? Мне было 42 года. Я подумала, что не встретила я принца.
Здравствуй, старость одинокая. Что такое влюбиться в 42? Это оказывается внезапно. Это оказывается очень внезапно, и это не влюбиться в 20 лет. Это совершенно другие чувства, это совершенно другие эмоции. Как-то более зрелые, более сконцентрированные и какое-то очень понятное. Потому что, когда влюбляешься в молодости, это какой-то легкий флер, это вот потеря вообще, как бы, ну, ты становишься другим человеком, ты не понимаешь, если ты не слышишь, что тебе говорят, там, ничего не понимаешь, вот он самый распрекрасный. Зрелые чувства – это совершенно другое, но от этого химия даже сильнее. А головокружение все-таки бывает? Ну, безусловно, это же эмоции. Это эмоции совершенно. Но головокружения, они бывают от каких-то очень, ну, в моем случае, от каких-то очень маленьких вещей. Да? То есть вот он знает, что я люблю газированную воду. И в нашей машине, в кармашке с моей стороны, всегда стоит бутылочка с газированной водой. Ну, у меня просто дыхание вот просто. Он не забыл, он поставил мне бутылочку. Он встает раньше меня, и знает, что вот я когда спускаюсь, ну, как бы люблю одевать тапочки. И где бы я их ни бросила, или куда там собака не утащила, обязательно ставит на... Это забота. Это забота, это так ценно, это дороже всяких подарков, цветов и прочих вещей. Это произвело на вас такое впечатление, что вы в 42 года взяли да и поменяли фамилию? Мне моя свекровь сказала, зачем ты нам нужна с фамилией бывшего мужа. Такая свекровь. И я подумала, что да, я готова поменять жизнь, я готова поменять фамилию. Лихо. И благодаря многофункциональным центрам государственных услуг это оказалось очень просто. Это не реклама. Он кандидат экономических наук, он экономист, и поэтому, конечно, еще и своими знаниями и опытом и взором мне помогает. Обрати внимание сюда, обрати внимание сюда. Он никогда не вмешивается, вот, не позволяет себе никогда не указывать, не навязывать чего-то. Вот нужно отдать ему должное, потому что для мужчин это большая редкость. Да? Вот, как бы, Еще должна быть ревность, по идее. Нет, абсолютно. Но при этом как бы вот подсказать, обратить на что-то внимание. Он встает гораздо раньше меня и очень много читает. И к тому моменту, когда я просыпаюсь к 6 утра, он мне уже говорит, вот, значит, произошли такие-то события, которые могут повлиять на то-то. Посмотри, обрати внимание на это. То есть у меня еще есть готовый пресс-релиз. Пойдем. Боже, не муж, а сказка. Кстати, вы не наврали, у вас действительно Тойота. Ну а как? Зачем врать? А до вас на какой машине ездил глава города? Land Cruiser Prado. Получается, что счастье, которое вот вам с неба упало, оказалось не сильно долгим, потому что дальше вы стали пропадать на работе. Как вы на это решились? Пришло время, когда показалось, что нужно что-то сделать, и это действительно так. 48 лет, а ты ничего не достиг. Да? Ну, как не достиг, да? Вот пойти по улице, вот я завидую строителям, да? Вот идешь по улице, этот дом построил я. Да? И внуки такие, аплодисменты, круто, дедушка построил. Или вот ты, например, учитель и говоришь, вот этого вот человека выучила, воспитала я. Это круто. Или ты врач и говоришь, вот я оперировал этого человека, я спас ему жизнь, условно, да? Вот. А я что сделала? Вот что я сделала такого, что я потом внукам своим расскажу, что я что-то там сделала, чего-то достигла. И потом муж заметил, что я начинаю дома задыхаться. То есть повязала... А он не задыхается, ему хорошо. Ему хорошо. Он такой человек очень сдержанный, и очень, спокойный, он очень такой, надежный, как скала. А я должна быть в движении. Вот. И должно быть много движения. И должно быть много задач. И желательно меняющиеся задачи, чтобы переключаться постоянно. Вот когда вот прям как горишь, как факел, прикольно. Слушайте, вы входили в выборы в тот момент, когда по самым разным, сейчас не будем обсуждать, каким причинам, не смог продолжить предвыборную гонку Владимир Федоров, бизнесмен, общественный деятель, ваш коллега. А дальше вы выиграли выборы, в общем, с его поддержкой в том числе. И несмотря на то, что разговоры были о том, что вы не будете брать его в политику, он все равно стал вашим заместителем. Сейчас его больше нет, вы его уволили. Что произошло? Вот что это за путь такой? Если бы не Владимир Юрьевич, конечно, и моя победа бы не состоялась. Это нужно понимать. Вы это понимаете, да? Конечно.
конечно, я пока в себе. Но муниципальная служба, она предъявляет определенные требования к руководителям. Должно быть высшее образование, не ниже магистратуры, со стажем работы столько-то и столько-то. По этим формальным причинам я получила предписание прокуратуры о том, что, значит, должность первого заместителя главы города занимает человек с неподходящим уровнем образования и так далее, и я должна была принять меры. В соответствии с законом, федеральным законом о муниципальной службе, в случае выявления таких несоответствий муниципальный служащий, с ним должен быть договор расторгнут. Если я не подчиняюсь законным требованиям, значит, прокурора, то, соответственно, уже занимаются мной. Ну, на ваши личные отношения это повлияло? В силу моей занятости мы видимся реже. Реже, но, как я понимаю, на наши отношения это не повлияло, как я чувствую. В любой момент мы можем поговорить, в любой момент мы можем там друг другу что-то написать. В этом смысле ничего не изменилось. Он помогает советами? Нет, он сейчас очень занят, он получает очередной диплом о высшем образовании, у него там сессия за сессией, ну и потом вы же понимаете, что он предприниматель, у него свой бизнес и не маленький, это тоже отвлекает очень много времени. Если что-то его очень беспокоит, он, конечно, может мне написать. Вы говорили, что для мужчины во власти год идет за 2, а для женщины год идет за 3. И что Боже, сколько я всего наговорила за это время. Видите, сколько я всего прочитала за это время. И что вообще ваше главное желание – лечь, просто поспать и отдохнуть. Вы правда устали? Нет, вы знаете, не то чтобы это усталость, да, но каждому человеку необходимо подзаряжать батарейки. Но это женская работа или мужская? Или неважно? Прозвучит, возможно, странно, но все-таки, наверное, это больше мужская работа или для женщин с определенным складом характера. Как этот склад характера называется? Не надо вот так делать. Но склад характера, ну, наверное, все-таки, чтобы, как это, левое полушарие работало больше, чем правое, да? Я думала, все-таки скажете, что женщина с яйцами. Ну ладно, левое полушарие. Я поняла вас. Нет. Оставим левое полушарие, хорошо. Мы тут читали ваш Инстаграм, ну, все читают ваш Инстаграм. Нам очень понравилась фраза, что мои мужчины со мной работают ровные, вы работаете с ровными мужчинами. Мне очень повезло, что я работаю действительно с очень уравновешенными людьми. И вообще считаю, что в мужчинах самое привлекательное, что может быть, самое приятное, что есть в мужчинах, это, во-первых, интеллект, во-вторых, чувство юмора. Иронии, самоиронии, потому что это очень украшает. Я благодарна своим коллегам, ближайшим коллегам за то, что они именно такие. Мне с ними хорошо. Надеюсь, и им со мной. Но в основном вас мужики окружают. В основном, да. Ну, потому что работа тяжелая. Женщины, хотите сказать, что не справятся? Я так, видите, как приосанилась. Да. Нет, ритм очень сложный. Было бы жалко так эксплуатировать девчонок. А на мужиках вот как бы нормально 24 часа в сутки. Я имею дурную привычку еще. Я считаю, что если я проснулась, то проснулся весь мир. Вот. И если я считаю, что что-то очень важное, я могу позвонить в любое время. Я, правда, дико извиняюсь, я прошу прощения, но, тем не менее, вот что-то, если мне надо спросить, то я так и поступаю. Мне не важно, человек в отпуске или еще что-то такое. Но мы договорились так с моими коллегами, мужчинами, что мы так будем делать, и поэтому... Ну, я вот, например, Алексею Прокопьевичу, когда очень рано звоню, я обычно передаю мои извинения Валентине Николаевне, чтобы супруги... Это жена его? Да, чтобы она сильно не серчала на меня, если я там в выходных звоню или еще что-то такое. Потому что я понимаю, что это вторжение в их жизнь. Я, конечно, все осознаю, но, тем не менее, есть определенный приоритет. На уровне предвыборной кампании вас часто обвиняли в том, что вы популистка. Вот ваши предвыборные обещания. Сократить расходы на городской аппарат, уволить сомнительных чиновников и подрядчиков, распродать записанные на мэрию дорогие автомобили, отменить ожидавшийся тогда новогодний миллионный корпоратив. Что из этого вы действительно сделали, став мэром? Новогодний корпоратив мы отменили, машины мы распродали, с определенной частью чиновников мы расстались, с подрядчиками сейчас у нас разговор более суровый. Расторжения договоров тоже были. Ну, с чиновниками, равно как и с подрядчиками, это вопрос не одного дня, работать надо постоянно. Невозможно в одночасье уволить 100 человек.
Да, то есть постепенно. Это все равно как переливание крови. Нужно делать дозированно для того, чтобы как бы организм мог существовать безболезненно. Поэтому этот процесс будет продолжаться. То есть жизнь вас пообтесала в этом смысле? Ну, лучше спросить у моих коллег, потому что сказать, да, я там поборола коррупцию, глупо, за 2,5 года, Россия столетиями борется с коррупцией, тут такая замечательная женщина пришла и за 2 года все искоренила. Ну нет, конечно. Много ли вам приходится идти на компромиссы? Вообще, любые решения, когда ты находишься в определенной системе, это всегда определенные компромиссы. Иногда я слышу о себе самое разное. Да, мне и в лицо говорят, и в глаза, и за глаза. Да. То я совершенно недоговороспособная такая тетенька в отрицалове, условно говоря. А другая часть говорит, что да, она конформистка, да, она там соглашатель, да, она... Поэтому, знаете, вот как бы тут вот действительно надо проходить как-то посередине. Всегда Иногда хочется, может быть, сказать что-то другое, поступить как-то иначе, но будет ли это полезно городу? Это вот, вы знаете, вот вы мама, вы понимаете, мама всегда в интересах детей, да? Поэтому я как глава должна поступать всегда в интересах города, а не так, как мне хотелось бы. То есть вы якутская мать? Надеюсь. Хотелось бы заботиться и любить свой город так, чтобы он чувствовал эту заботу. Хотелось бы. Но опять же, не мне судить, чтобы я сидела, о, да, я мать там. Ну нет, конечно. Пахан. Нет, конечно. Не знаю, это не мне судить. Так, где у вас проходят видео эти ваши конференции? В прежних реалиях они бы все сюда прям пришли? Да, они приходят. У нас на первом этаже есть специальная комната, оборудованная видеонаблюдением и так далее. Для того, чтобы они потом могли записи попросить, что я им сказала, что там сделала. Ну, это требования такие приема граждан. Сейчас мы всех подключим. Вопросы мы подобрали такие, которые не решаются годами. Очень сложные вопросы. Земли получили в свое время люди, оказалась охранная зона газопровода. Я не знаю, что с этим делать. Я надеюсь, что вот как раз наш прокурор мне и поможет, потому что не надо видеть в надзорных органах только тех, кто там нас придет и с нами что-то сделает. Мне нравится, что вы как мэр можете сказать, я не знаю, что с этим делать. По идее, от вас ждут, что вы скажете, я знаю. А я с самого начала говорила, что вообще есть ли кто-нибудь, кто знает все. Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня проводим первый прием граждан совместно с прокурором города Якутска. Так, пожалуйста, первый вопрос. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории села Табага в части невыполнения фондом капитального ремонта региональной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Представители фонда капитального ремонта сказали, что они не будут выполнять данные работы. И возникает вопрос, а за что мы платим? Взносы все равно начисляются. У меня все. Так, спасибо, Ксения Леонидовна. У нас в приеме граждан присутствуют представители фонда капитального ремонта. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема была в 2018 году это сделать? Финансовое необеспечение. То есть денег не было в 2017 году. Скажите, пожалуйста, почему люди должны страдать от этого? Каковы ваши отношения с главой Якутии Айсеном Николаевым? Вы увольнялись, когда он был главой города. Вы выиграли у того кандидата, на которого он ставил. И многие говорят о том, что то, что вы руководите Якутском, ему не очень нравится, ему некомфортно с вами. Я увольнялась до того, как он стал главой города, он меня не увольнял. Вы сами ушли? Меня уволил мой муж. То, что я избралась, на самом деле нужно отдать должное Айсену Сергеевичу. Много ли вы знаете губернаторов, которые в той ситуации, которая приключилась у него в столице, субъекта, которым он руководит, 2,5 года мы с ним мирно сосуществуем. Мирно ли? Довольно мирно. Довольно мирно, потому что, представьте себе какую-нибудь другую конструкцию, все могло быть гораздо жестче. Не без споров. Не без столкновения мнений, не без этого, конечно, да? Но это работа, как говорится, ничего личного. Вместе с тем я всегда знаю, что я могу ему написать, я всегда знаю, что я могу ему позвонить, я всегда знаю, что я могу к нему прийти, высказать свое мнение, спросить совета, в конце концов, и доложить о какой-то ситуации. Вот здесь в диалоге нить абсолютно непрерывна. И на самом деле это показатель силы руководителя. Принять, условно говоря, оппонента
своего кандидата и в интересах города и стабильности в субъекте продолжать работать. Давайте напрямую. Вы удовлетворены тем, как Николаев руководил Якутском до вас? В целом, да, потому что времена другие, да, кабы, да, если бы оглядываться назад, вот, есть какие-то вещи, которые я сделала бы иначе. Есть какие-то вещи, которые вызывают у меня вопросы. Абсолютно не криминального характера, просто управленческие решения, скажем так. Да? Мы с ним это обсуждали, и он мне часто советует. Вот, знаешь, вот тогда вот мне надо было вот эту вот ситуацию докрутить, вот ты давай доделай, там, например. Да? Или вот здесь я с тобой не согласен, вот здесь там, это диалог. Да? Но опять же, кто-то придет после меня и скажет, вот Авксентьева могла бы поступить вот так, а поступила вот так. И поэтому, чтобы вот не кидать в огород, в чужой, да, вот эти булыжники раскидывать, потому что я понимаю, что кто-то придет за мной. Не надо в это все вдаряться, надо жить здесь и сейчас и принимать такие решения, какие ты должен принимать в данной ситуации. Это другая ситуация, это другие деньги, это другие задачи. Вы не опасаетесь судьбы бывшего мэра Петрозаводска Галины Ширшиной, которая внутри конфликта с главой областным потеряла свою работу? Ну, к счастью, Николаев не Худилайнин, или как там фамилия была, да? И я не совсем Ширшина, поэтому я надеюсь, что не произойдет ничего такого критичного. Что самое неожиданное для вас оказалось на должности мэра? Вот то, что вас прям реально расстроило. Я не думала, что финансовое состояние города настолько плачевно. Я предполагала, что оно лучше. Вот, пожалуй, основная проблема. И как с этим быть, вот мы сейчас с коллегами решаем, потому что следующий 2021 год будет еще тяжелее, чем предыдущий. Падение собственных доходов города Якутска на более чем 30% сейчас подвигает нас на то, чтобы мы рассматривали бюджет 2021 года в пессимистичном варианте. То есть недопоступление. Ну, понятно, уровень безработицы не так хороши, или у некоторых даже плачевные дела у субъектов малого и среднего бизнеса. Они просто уже не могут платить столько в бюджет, сколько они платили, поэтому нам снова придется поджиматься, на чем-то экономить и от чего-то отказаться дальше. К сожалению, так. Якутск полностью дотационный, да, регион? Сам Якутск не дотационный. Нам удается сдерживать. Остальные районы, конечно, там они дотационные, еще там пара районов в Якутии. Да. Якутск пока нет, но уровень дефицита бюджета растет, уровень муниципального долга растет. Поэтому, но это ситуация не только для города Якутска характерна. Это в целом, я когда вот с коллегами, мэрами других городов я общаюсь, это у всех так сейчас. Почему так получается в России? Вот смотрите, Москва у нас все время хорошеет. А Якутск, который сидит на алмазной бочке, на алмазном сундуке, как-то беднеет и беднеет себе. Здесь, знаете, вот я вспомнила анекдот. Если бы у вас была возможность, значит, стереть с лица земли один город, какой город вы бы выбрали? Второй вопрос, почему именно Москва? Ну, как сложилось, так сложилось. Здесь, конечно, разные есть мнения. Сбалансированность бюджетов, она, мне кажется, все-таки должна быть пересмотрена. Но об этом, кстати, и говорят сейчас, и я думаю, что будут какие-то нововведения, поскольку все прекрасно видят, что происходит. Что, по-вашему, сейчас Якутску не хватает до полного счастья? Якутску много чего не хватает до полного счастья. Я думаю, что самое главное – это, конечно, благоустройство. Благоустройство города, сделать его более комфортным, доступным для всех, и для мам с колясочками, и для людей пожилого возраста, и для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, для всех. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, не так. У нас заработала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 200 километров мы в ближайшие годы новых дорог сделаем в городе Якутске. Но остается острая проблема внутриквартального благоустройства, озеленения, детские площадки, спортивные площадки. Нам этого не хватает. Нам не хватает теплых остановок, нам не хватает новых современных автобусов под потребности каждого жителя города Якутска. Вот такие какие-то освещения элементарно. 21 век,
Мы, как сумасшедшие, радуемся нескольким километров лампочек, которые нам удалось вкрутить, установить опоры новые в Хатасах в 3 кварталах и в Тулагина. Но это говорит глава города, который фактически расположен на алмазной трубке. Нет ничего дороже алмазов. Дальше идет Плутон уже. Алмазы в городе Якутске не добываются, поэтому здесь В Якутии добываются. В Якутии, да. Это же федеральная собственность. Это же не... То есть это принадлежит России? Это принадлежит России. А Якутск, он, конечно, город больше бюджетный, город больше оптовой розничной торговли, сферы услуг, и, соответственно, с этого и те доходы, которые мы имеем. Не обидно? Обидно, но здесь, конечно, я очень надеюсь, я вообще оптимист, я стараюсь как-то все-таки думать о лучшем, что все-таки будут внесены определенные изменения в распределение средств между бюджетами разных уровней. И я думаю, что на самом деле выстраивание одной единой вертикали власти, может быть, оно в конечном итоге к этому и приведет, к бюджетам, которые просматриваются на всех уровнях. Вы говорили только что о благоустройстве города, но тем не менее весной в Якутске была целая баталия о том, что вы говорили горожанам, что давайте мы не будем сажать так много цветов, как обычно, это озеленение, но положим асфальт. И получается, что человек должен выбрать ему с умными или с красивыми. Нет, не так это было немножко. Я говорила о том, что давайте меньше садить цветов однолетних, больше садить кустарников и деревьев. Это немножко другое, правильно? Асфальт асфальтом. Вообще... То есть вы не предлагали поменять цветы на асфальт? Нет. Нет. Вообще, про асфальт хорошая тема. Сейчас безопасные качественные автомобильные дороги. Прекрасный проект. Спасибо огромное за то, что Якутск в этом участвует. Все меняется хорошо. Но здесь главное ведь сейчас современная тенденция урбанистики заключается в том, что город должен быть для людей, а не для машин. Да? И сейчас у нас есть, конечно, в городе определенный перекос, когда мы больше асфальтирование, да, значит, поток машин увеличивается. Вместе с тем, значит, мы только с прошлого года начали в проекты включать велосипедные дорожки. Да? Делать удобные тротуары. С этим у нас еще, конечно, есть очень много недоработок, но у нас есть понимание того, что мы все-таки должны больше делать для общественного транспорта. Мы сейчас хотим войти в программу государственную, там будут специальные условия для городов по приобретению нового общественного транспорта, мы хотим туда войти. И, значит, чтобы в городе было как можно меньше машин, в идеале, меньше машин, больше общественного транспорта, велосипедистов и пешая доступность до любой точек общественных пространств в городе Якутске. Позвольте, а какие велосипеды в минус 50? Легко. Ездят. Их не так много. Это не массовый зимний вид спорта, да, но есть абсолютно люди, которые зимой ездят на велосипеде. Их достаточно для того, чтобы хотеть велосипедную дорожку? Мы не говорим о зиме, о круглосуточной, конечно, массовом использовании велосипедов. Мы говорим о том, что должна быть такая возможность как минимум с апреля по начало октября. Это же много. То есть снег в апреле все-таки тает? Снег, в начале марта он еще есть, но, в принципе, это не мешает нашим людям потеплее одеться и выехать. Я говорю, если люди ездят и в январе, и в декабре, что мешает им выехать весной и ранней? Но вы все время это обговариваете с гражданами. Давайте это здесь, а это тут. Вы не принимаете за них решения? Кто советуется в наши вообще дни с народом? А как иначе вообще? Как вообще иначе? Другой разговор, что одно и то же надо повторять постоянно для того, чтобы сигнал дошел до всех. Потому что внимание, конечно, общество, оно рассредоточено. Да? Поэтому надо повторять для того, чтобы быть услышанным и воспринятым правильно. Потому что обрывок здесь, и может сложиться неправильное впечатление. Поэтому повторение – мать учения. С людьми обязательно нужно советоваться, обязательно нужно слушать, потому что в конечном итоге это все для них делается. Все для них делается, не для меня, не для водителя автобуса, не для удобства кого-либо. Это делается для людей, чтобы им было удобно. Поэтому с них надо спрашивать. Потому что такое местное самоуправление? Само название же говорит, местное самоуправление. Да, это, по сути, общественная организация, некая община, которая решает, как мы будем жить в этом городе. Сардана Владимировна, как будто не в России живете. Мы вполне себе в России живем, и вы видите, вы можете зайти, посмотреть, почитать, что пишут люди, и вы поймете, что они очень активно участвуют, они молодцы вообще, всегда указывают на что-то. Вот здесь неправильно, ругают, хвалят. Реакцию получаем мгновенно. Это такая живая связь. 300 тысяч живет в Якутске?
Уже 345 официально. Мы один из немногих городов Российской Федерации, который дает такие темпы прироста. За 10 лет 100 тысяч человек. Это за счет приезжих? За счет внутренней миграции прежде всего. Внутренняя миграция. Но это же вообще тенденция сейчас идет такая, урбанизация, скажем, да, когда большие города притягивают к себе все. Поэтому, конечно, с районов, с улуков люди подъезжают, стараются обосноваться как-то в городе, прежде всего за счет этого. Не за счет внешней миграции, внутренней. Что такое Усть-Тумсу? Усть-Тумсю – это такая… то есть я неправильно Усть-Тумсю. Допустимо. Так допустимо. Допустимо, конечно. Так старалась. Это общественная организация, в основном мужчин, которые пропагандируют определенные религиозные воззрения. Именно религиозные, да? Якутские, традиционные, языческие. Правда ли, что именно Усть-Тумсу стоит за многотысячными националистическими митингами, которые проходили в Якутске весной этого года? Нападения на граждан Киргизии начались этим же вечером. Власти республики пригласили недовольных жителей Якутии на официальную встречу. Не могу утверждать достоверно. Если бы это было так, вряд ли бы они сейчас спокойно находились среди нас. Не думаю, что они организаторы, но нужно понимать, что людей официально в «Триумф» пригласили. На этот митинг? На этот митинг. Официально он не назывался митинг, он назывался встреча. В этом нет ничего криминального вообще. Их пригласили, они пришли. Просто очень много пришло. Что этому предшествовало то, что была изнасилована девушка мигрантами? Да. Они хотели отомстить? Они требовали справедливости. Если людям сразу все объяснять, что делается, какие меры предпринимаются теми или иными уполномоченными на то органами, да, я всегда, вот и я, и мои коллеги, мы придерживаемся того, что если что-то происходит, если есть какое-то решение, популярное, непопулярное, лучше проговорить это самим из первых уст, да, чтобы у людей не было дезинформации, каких-то других сведений. Почему-то из-за молчания у людей сложилось впечатление, что эти люди, преступники, могут избежать наказания. Но вот вы, когда обратились к ним, вы обращались не к ним, вы просили их жен не дать совершить ошибку мужьям, сыновьям и братьям, и вам аплодировали. Я, когда стояла перед ними, один рассерженный мужчина, например, мой муж, да, это страшно. А когда их 7-8 тысяч, это просто, я скажу, жутко. Я не собиралась там выступать, я не собиралась ничего там говорить, потому что не меня не хотели услышать. Но ситуация опять каким-то образом сложилась так, что меня вытолкнуло. И тогда я сказала, что я кому-то из вас прихожусь как старшей сестрой, а кому-то из вас как будто младшая сестра. Послушайте меня, пожалуйста. Вот просто я вас прошу, как женщина прошу вас, что не надо допускать событий никаких негативных. И поэтому мы просто должны беречь друг друга и ни в коем случае не нарушать действующего законодательства. Ни в коем случае никаких правомерных поступков. И за эту ночь мы всю ночь не спали, потому что мониторили ситуацию, мало ли что, как. Вот. Я благодарна, очень благодарна людям, благодарна мужчинам, которые тогда спокойно разошлись по домам. За всю ночь я впервые получила на следующий день сводку, самую короткую пока, за 2,5 года мэрства, сводка. У женщины на Курашова отобрали сумку. Что ты там, бедолага, делал в это время, я не знаю. Но это обычно хулиганство, и установили сразу. Не было ничего. В ту ночь ничего не было. Все разошлись, разъехались. Но потом, конечно, остались отдельные группы каких-то вот молодцов агрессивно настроенных, которые, конечно, в каких-то киосках там они пытались драки устроить, там какие-то там угрозы от нетрезвых людей поступали, но это единичные случаи. Но одновременно с этим была начата проверка муниципальных киосков, которые принадлежали мигрантам. Так ли это? Нет. Проверки, они идут постоянно.
Вот. Просто сейчас начали обращать внимание на проверки, которые вот они происходят. То есть раньше их просто проверяли, а теперь начали показывать, как их проверяют, потому что люди должны были убедиться, что власть делает то, что обещала. Если даже абстрагироваться от Устюмсу, насколько остро стоит вопрос национализма в Якутии? Я думаю, что нет. Отдельный бытовой может быть, он везде есть. Но это по отношению кого с кем? Это якуты и русские иммигранты, якуты-иммигранты, как это вообще устроено? Когда проводили социологический опрос в один из последних, полгода назад, наверное, да, то жители города удовлетворены состоянием межнациональных отношений. Но тот же социологический опрос показывает, что жители в целом, без различия от национальности, были недовольны тем, как осуществляется там миграционная политика в отдельно взятом городе, например. Вот. И после этого все-таки и наше Министерство внутренних дел сделали определенные выводы, потому что сменилось руководство миграционной службы. Угу. И были сделаны выводы? Были сделаны выводы, но они как бы обычно не, в отличие от меня, обо всем не рассказывают, поэтому выводы они сделали. Нужно посоветовать им завести Инстаграм. Ну, снежок выпал, все, деревья облетели, мы входим в зиму, вот, поэтому сейчас период такой. Лена замерзла? Лена нет, еще толком не замерзла, но в принципе мы уже останавливаем движение, и получается сейчас уже ездят воздушные подушки. Паромы уже останавливаются. И вот мы остаемся отрезанные от всего остального мира на какой-то период, пока Лена кормильца не встанет. Вот, поэтому ждем. А об этом как-то думается, вот, что мы отрезаны от мира? Самолеты все равно летают? Самолеты летают, но здесь скорее больше даже по доставке грузов. Всех необходимых товаров, всех запасов стратегических, всего резервного топлива и так далее. Все нужно сделать в определенный период, чтобы вот сейчас не застрять. Слушайте, в 90-е ходили слухи о том, что вот на волне всеобщего этого сепаратизма, что Республика Саха-Якутия тоже хотела бы отделиться. За всех отвечать не буду, я этого не ощущаю в большей массе, а я очень внимательно сканирую все настроения. Я этого не ощущаю, таких настроений нет. Но есть у вас ощущение оторванности от центра? Нет. Мы прям в гуще, нам кажется, что все... Ну, все-таки 7 часов разницы. Это только 7 часов разницы, но все-таки цифровизация республики, она очень серьезно прошла, интернетизация прежде всего, поэтому информационно мы, может быть, даже... Вы же знаете, что такое IT в Якутии, читали, наверное, не знаю, что этому способствует, вот, но нет, оторванности мы не чувствуем, конечно. Потому что чем восточнее ты летишь, тем больше разница во времени, и тем больше люди говорят о том, что они живут вот здесь и сейчас, и их совершенно не волнует то, что происходит в Москве, и они скорее негативно к этому относятся. Я могу ошибаться, но мы не чувствуем себя какой-то окраиной. Мы не чувствуем себя какими-то там оторванными на краю земли. У нас вполне себе самомнение. Поэтому мы такие, мне кажется, как я вижу наш город, мы вполне себе самодостаточные, все понимающие, знающие, очень много читающие. Один из самых образованных городов России, город Якутск. Ну, они там о вас здесь думают? Понимают, чем вы живете? На самом деле то, что проговаривается, и те планы, которые есть, например, по специальной программе развития Дальнего Востока, по государственной программе, по, вот опять же, по дорогам, по переселению из Ветхого Аварийна, видно, что понимают. Нас слышат, нас понимают, все видят. Может быть, здесь действительно, опять же, проблема связи с общественностью, да, как мы говорим, что, может быть, надо людям более подробно объяснять, что делается, что будет сделано. Очень хороший план, например, сейчас озвучен, да, до 1932 года газификация всех и вся за счет государства, да, изумительная. Изумительно. Это то, что нам нужно, то, что доктор прописал, потому что с газификацией даже в городе Якутске тяжело. Мы восприняли это очень позитивно. То есть вот такие вот сигналы, и что... Осталось даже до 1932 года. Ну, это же завершение программы. Ну, а кто знает, что... На букву «Я», напоминаю вам.
Да ну ладно, не будьте пессимистами. Надо просто ходить, тропинки вытаптывать, просить, напоминать о себе. И все будет хорошо. На самом деле не думаю, что есть там какая-то зловредность, что там сидят какие-то люди с золотоглавыми куполами и ничего кроме себя не видят, и нет у них там никакой Якутии. Конечно, все видят, конечно, все знают. Просто я полагаю, что вообще в целом мировая экономика испытывает определенные потрясения сейчас в связи с этой пандемией. Все же непросто. И не только Якутия прям такая сидит вся и ждет, когда ей там деньги дадут. Мы там на краю земли, бедные, несчастные, там море лаптевых, да, все, что у нас есть. Всем регионам же надо дать. Море лаптевых в алмазах. Ну вот вы же примерно раз в месяц бываете в Москве. Обычно реже. Хорошо, раз в 2 месяца, да, примерно. Вы видите, как отличается картинка? Ну, начнем с того, что все-таки Москва – это субъект Российской Федерации, это не город. Это субъект. Потом я все-таки думаю, поймите меня правильно, что все-таки столица должна выглядеть прилично. И я вообще не сторонник того, что давайте все умрем в братской могиле. Поэтому, но, конечно, справедливое распределение – это то, о чем говорят все субъекты и все мэры. Это, да. Народ-то встанет же однажды и спросит. Надеюсь, что до этого не доведут. Все-таки же есть люди, которые считывают настроение, есть люди, которые прогнозируют определенные события. Я надеюсь, что этого не допустят. Не должно. Я не сторонник всяких революций. Вот как историк, как мама. Ваши критики говорят о том, что пост главы города – это для вас временное место. Что дальше вы пойдете в Государственную Думу, вы переедете из Якутска, и ваши цели гораздо выше и амбициозней, чем город Якутск. Что вы на это скажете? Я на это скажу, что хочешь насмешить Бога, поделись своими планами. Да? Поделитесь. Да. У меня, и я об этом неоднократно говорила, нет никаких политических амбиций абсолютно. Вот как бы это странно ни звучало, и как бы это ни звучало нелогично, нет никаких. Я понимаю, что вот как я была до выборов обычная горожанка, так и по окончании своего срока сложения полномочий я стану такой же обычной горожанкой. Потому что вот город для меня понятная история. Я здесь выросла, я здесь живу всю свою сознательную жизнь, я ни в каких других городах не жила, только здесь, да, мне здесь все знакомо. И все знакомы, да, как Санта-Барбара, помните, да, поеду в Санта-Барбару, я там всех знаю. Так вот, я в Якутске, ну не то чтобы всех знаю, но здесь все мое. Вот, кому я где там нужна, поэтому нет. У вас никогда не было идеи уехать из Якутска? В какие-то средние годы, да, была мысль, конечно, пожить где-нибудь в другом месте. Но когда ты становишься старше, когда ты понимаешь, что здесь у тебя мама, когда ты понимаешь, что здесь у тебя все родные, все друзья у тебя здесь, да, в конце концов, знакомые врачи с возрастом, это тоже важно, да, не знаю, мне кажется, что путешествовать, да, путешествовать я люблю, но жить, конечно, хотелось бы дома, и я надеюсь, что ничего не изменится. И вот там мои окна, там моя детская, где я выросла, это мой двор. По этим вот трубам я бегала здесь постоянно. И падала с них же, и по ним очень удобно передвигаться. Вон там моя школа стоит, видите, белая с зелененьким? Это мое. Класс. Мои трубы, мои гаражи, все как есть. Вы бандитка были в детстве? Нет, просто очень активная была. Пионеры, комсомольцы, вот это все? Непременно. Тому, кто напишет в комментариях лучший вопрос Сардане Владимировне, который я должна была бы задать, но не задала, наши друзья из Storytel подарят годовую подписку. Пишите. Правда ли, что вы классно вяжете? Я знаю много людей, которые вяжут гораздо лучше, чем я. Не то чтобы я классно вяжу, но скорее людей удивляет, что я вообще еще и вяжу. Я еще и крестиком вышиваю. Правда? Правда. Что вы вяжете? Давайте начнем с простого. Что я вяжу? Я, вы знаете, художник-баталист. Я вяжу какие-то очень большие вещи, потому что связать носок – это неинтересно. Вот, поэтому это получаются какие-то вот пледы, я их обычно дарю. Причем я не умею вязать крючком. Хотя, говорят, это гораздо проще. Вы умеете вязать? Я умею вязать и спицами, и крючком. Но меня муж и дети уже несколько лет просят связать им красные почему-то носки. Я пока купила пряжу. Ну, вы уже продвигаетесь. Я сделала первый шаг. Вот, поэтому нет, не самое лучшее вязальщица, скорее это не вяжется, видимо, с тем, что человек может еще вязать.
Но зачем вы вяжете? Кому-то дарите? Дарю. Ну и потом, вы знаете, это как-то ведь, ну это медитация своего рода. Это приятно. Вам нужно награждать кого-нибудь призами, связанный мэром. Ой, ну прям совсем бабушка, да? Прям шарфик от мэра. Шарфик от мэра, классно. Зачем у вас здесь неваляшка? Это напоминание о внучке? Неваляшку мне подарил мэр города Тамбова. Звучит как-то. Я тоже думала, что только это тамбовский волк тебе товарищ, да? Но оказывается, они там еще родина неваляшек. Он мне подарил эту, он мне подарил эту неваляшку как символ несгибаемости, значит, и ну, просто из любой ситуации подниматься обратно, не сдаваться. Вот он мне подарил. Как по-вашему, может ли женщина стать президентом России? Почему-то мне очень часто этот вопрос задают. Я не знаю, может быть, я эксперт по женщинам в России. По женщинам в политике? Не знаю. Мне кажется, что теоретически может, но не в ближайшее время. Все-таки у нас патриархальное государство, мы пока не готовы. Нет должного уровня все-таки развития демократии, демократического общества. Если бы гипотетически вы стали президентом России, какими были бы ваши первые шаги? Я надеюсь, что и гипотетически этого не случится, потому что это просто, ну, кем надо быть, чтобы согласиться быть президентом России. Это же какой колоссальный труд. Как раб на галерах. Абсолютно. И без всякой иронии. Поэтому, я не смеялась. Да. Поэтому это просто адский труд. Нет. Поэтому я даже не могу чего-то предположить. Что вы выберете, милосердие или справедливость? Скорее справедливость, если говорить очень коротко. Свободу или безопасность? Свободу. Карьеру или любовь? Любовь. Вам еще 2 года потерпеть. Ну, любовь со мной, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Мы с вами едем сейчас на Короленко, 25. Да, так уж совпало, что, значит, жители Короленко, 25 сами, измученные за все эти годы, проживая в доме без документов, наконец-то их объект получил ввод в эксплуатацию. А вы здесь при чем? Но надеюсь, что я неким образом способствовала. В крайнем случае, они так, видимо, считают, потому что они меня пригласили. Мы выдали на прошлой неделе вашему дому разрешение на строительство. То самое, над которым мы работали 2 года. Вы знаете, что как только я вступила в должность в сентябре 2018 года, буквально через 2 недели я подписала с вашим застройщиком мировое соглашение. Сделала это только лишь в ваших интересах. Хотя на самом деле дом построен без разрешения на строительство, с нарушениями, о которых вы все знаете. Я, конечно, была очень удивлена, зачем эти салюты, зачем эти все. А будет салют? Да, они говорят, купили салют. Ты сдавал деньги на салют? Вот они сами собрали деньги на салют. Я же говорю, в Якутске такие люди, они сами решают. И потом просто вызывают мэра, иди сюда, значит, у нас будет салют. Но мне сказали, что разрешение на салют они получили, социальную дистанцию они будут там соблюдать, они очень хотят видеть, ну просто у людей радость. Они настолько устали. Несколько лет этих злосчастий. Сколько лет ждали? 4 года. 4 года. А что не ждали? Документы на дом, чтобы зарегистрировать собственность на квартиры, чтобы прописаться в них, попасть в детский сад по прописке, в школу. Вы представляете, квартира у вас есть, а документов на нее нет. Это уникальное событие, когда жильцы сами собираются и сами оценивают труд чиновников. Огромное еще раз спасибо всем. Спасибо большое. Большое спасибо.